Ребята, всем привет! Я Омбар Малик. Решил записать для вас демо по POE2 Campaign Codex Overlay. Покажу, как работает приложение, что оно умеет, как его настроить, и отвечу на частые вопросы. Если совсем коротко, это оверлей-помощник для прохождения актов в POE2. Он висит поверх игры, читает лог-файл игры и показывает, в какой локации вы находитесь, что вам важно сделать, какие бонусы есть на локации, что нужно забрать и куда двигаться дальше. Идея на самом деле простая. Меньше держать информации в голове, меньше открывать браузерные вкладки и меньше страдать на актах. Собственно, как работает это приложение. Оно читает лог-файл игры под названием latest client.txt. Игра POE2 сама пишет информацию о локациях, получении каких-то бонусов, получении очков навыков, переходов в локации в этот файл, и уже это приложение засинхронено так, чтобы оно читало последние строчки, которые у вас здесь появляются в самом лог-файле. При этом прошу отметить, что память игры не читается, никакого инжекта нету, трафик никакой не перехватывается, кнопки никакие из-за игрока не нажимаются. То есть приложение только читает лог-файл вот этих вот строчек. И на основе этого делает какие-то пометки, заметки и показывает текущую какую-то информацию. Например, я перешел в деревню Криар, вот вы можете заметить, и приложение мне само вывело нужную карточку, 5-й акт, деревня Криар, что нужно делать и какие-то действия, которые можно на этой зоне локации предпринять, чтобы быстрее прокачаться, быстрее пробежать и что-то не забыть. По установке и настройке лог-файла вы скачиваете приложение с сайта, либо с GitHub Releases, запускаете установщик, устанавливаете, собственно, клиент приложения. После запуска приложение либо само определит нахождение вашего лог-файла клиента TXT и подпишет его себе внутрь приложения, либо вы можете сами выбрать лог-файл, если у вас, допустим, путь не нашелся. У меня он находится вот здесь, и, собственно, так выглядит успешная выборка лог-файла, который будет уже непосредственно читаться приложением. Выглядит основной оверлей. Сверху у вас текущий акт, локация, ниже блок, что нужно делать в локации, важные какие-то моменты, что нужно забрать, что не пропустить, типа и куда идти дальше. Каждая локация тоже в себе имеет какие-то определенные бонусы. Допустим, здесь у нас 2 поинта мы получаем, и, соответственно, мы пришли в новую локацию, у нас карточка поменялась, и какие-то интересные моментики локации мы можем для себя подсветить. По бонусам, если у вас в локации есть какие-то бонусы по типу 2 пассивных очка набора оружия, вам обязательно подсветится это, чтобы какой-то там, не знаю, 100-й раз, когда вы бежите акты, не забыть, либо если вы там год не играли в POE. Все бонусы можно найти в подробно, это либо F9 нажать, либо вот на этот значочек. Здесь описаны все бонусы. Если вы, например, получаете сопротивление духа, то у вас идет отметочка, галочка, что вы получили. Так вы можете отследить, посмотреть, что вы получили, что не получили, что забыли, и свериться с тем, что у вас есть. Как это работает? Все довольно-таки просто. Мы сейчас просто в лог-файл добавим информацию о том, что мы получили 10 сопротивления к холоду. Мы получили 10 сопротивления холоду, и, соответственно, у нас галочка появилась о том, что мы получили данный резист. То есть вам не нужно держать в голове, где забрать там 5% здоровья или какие-то пассивные очки. Вам оверлей с этим поможет. В нужной зоне, где это нужно будет забрать, вам обязательно все это отметится. У оверлея есть несколько режимов отображения окна. Это полный режим. В данном случае он выглядит вот так вот. Есть компактный режим, где вам покажется акт, локация, время, сколько вы бежите, уровень, рекомендации, и которые вы тоже можете менять по размеру. Также есть режим таймер. Таймер — это просто таймер. У вас тут будет уровень, рекомендация и какая дальше будет локация. Вы можете закреплять оверлей. Например,
Я закрепляю его здесь, и все. Он никуда не двигается, никуда не исчезнет до тех пор, пока я его не откреплю. Также вы можете сделать так, чтобы у вас ваш большой оверлей, например, был справа, а только таймер, например, слева. Вот, это тоже такая вот мини-фишка, удобная, посчитал, что нужно добавить. Также в приложении есть таймер по текущему забегу. Например, если у нас общее время составляет 0.04 и так далее, третий акт у нас тоже, соответственно, такой же. Мы переходим в четвертый акт, в любую локацию. Общее время у нас сохраняется. При этом время четвертого акта у нас идет с нуля, потому что мы перешли в новый акт. Время актов у нас сохраняется в время актов. Здесь можете потом посмотреть, за сколько вы прошли каждый акт. Также таймер можно ставить на старт лиги. Для этого нужно перейти в настройки, дойти до таймер лиг старта и выбрать по заданному времени. Поставить галочку «Включить автозапуск таймера» и указать время. Сейчас у нас 0.33, мы поставим на 0.34 и нажмем «Подготовить таймер». И у нас будет надпись «До старта 15-14». Когда таймер до старта пройдет, у нас автоматически включится основной таймер вместе с первым актом, и время при этом будет сохраняться нормально. Да, у нас включилось таймер активен, идет общее время и время акта. Также у нас есть подробная панель, мы ее раскрываем и можем посмотреть, допустим, что у нас в текущей локации, какой уровень нужен, какие-то рекомендации. И, собственно, можем посмотреть маршруты актов, какие тут есть плюшки-приколюшки, какие уровни рекомендации. Все это здесь уже встроено, интерлюдии, четвертый акт. Есть вкладочка таймер, время актов и напоминание. Напоминание — это мое самое любимое. И сейчас, наверное, после этого я вам расскажу, что это такое. По бонусам вам тоже уже, в принципе, показал. Итоги, ну тут какие-то маленькие итоги по личным рекордам, потому что пишется несколько таймеров, если вы, допустим, трените акты, какие у вас самые долгие зоны, например. Все это будет сюда записываться. Теперь про вкладку напоминания. Это моя самая любимая вкладка. У нас в игре есть уровни, на которых обновляются фласки, обновляются базы, в общем, обновляются вендоры. Все эти уровни как бы не особо круто держать в голове. Классно, если ты молодец, все это держишь. В оверлее у тебя за 2 уровня до обновления вендоров будет висеть подсказка. Например, я сейчас нахожусь на 10 уровне, это значит, что мне нужно сейчас обновить фласки, и на следующем уровне я уже знаю, что у меня на 11 левеле обновится базы. Как это работает? Например, мы достигаем там 8 уровня, у нас ничего, кроме ближайших фласок, нету. Достигаем 9 уровня, у нас появляется новая база оружия. На 11 уровне у нас уже эта вкладочка пропадет и останется только база оружия. Каждые ближайшие обновления будут вам подсвечиваться за 2 уровня до обновления. Также в игре есть замечательная система пенальти, либо можно назвать это штрафом по уровню, где вам начисляется меньше опыта. И для этого я сделал тоже такую подсказочку. Каждая локация определяет свой уровень. В данном случае Керчский залив. У нас рекомендация 40+. Если я, например, достигну 40 уровня, вот эта вот рамочка поменяется на зеленую. Если я буду 41, она тоже будет зелененькая. Но если я буду 39, мне напишет, что низкий уровень и нужно где-то добрать опыта, экспириенса. Также это все касается уровней меньше, чем текущей локации. Все это подсвечивается для удобства. Есть еще дополнительные рекомендации по тому, каким уровнем лучше выйти с локации. Например, если мы возьмем первый акт, то в конце первого акта желательно к финалу прийти 13-14, рекомендовано 12. Это сделано для того, чтобы вы не теряли темп и быстро проходили акты, имея все различные
улучшения по дереву пассивок и быстрее убивали боссов. Также хочу отметить, что приложение поддерживает и русский, и английский клиент. Сейчас маппинг зон завязан не только на названии локаций, но и на Arena ID из логов игры. Так в английской версии определяется, в какой локации вы находитесь. Вот, это нужно для того, чтобы похожие зоны не путались между собой. В данном случае я сейчас нахожусь в локации Глаз Хиникоры, работает идеально. Он мне показывает эту же локацию. Если я перейду в другую локацию, локация обновится, и, собственно, все то, что должно быть в этой локации, вам здесь подсветится. По автообновлениям хочу отметить, что приложение умеет обновлять само себя через GitHub Releases, то есть оно проверяет актуальную версию на GitHub, и вам не придется постоянно скачивать с сайта, либо еще с каких-то там источников. Если, допустим, выкладывается новое обновление, приложение спустя 2 секунды после запуска проверяет, есть ли у нас новая версия. Если есть, оно устанавливает их. Если нету, то вам будет писаться о том, что версия актуальна. То есть не нужно, опять же, каждый раз искать какой-то новый билд руками и куда-то там заходить. Все новые версии билдов актуальных всегда можно посмотреть на сайте. А теперь ответы на самые частые вопросы, вообще, которые мне только приходили. Вопрос первый: это чит? Нет, это не чит. Опять же, я говорил, приложение не читает память игры, не делает никакой инжект, не меняет конфигурации файла, не перехватывает трафик, не нажимает кнопки, оно просто читает лог файла игры. А Windows может ругаться, потому что Smart Screen не может найти подпись. Подпись стоит, цифровая подпись стоит денежек, а пока что обзаводиться платной цифровой подписью возможности нет. Игра работает и на русском клиенте, и на английском. То есть если будут какие-то замечания, либо вы увидите, что мапится что-то не так, либо у вас отображается что-то неправильно, обязательно об этом сообщайте в фидбэке. Также, если вы придете в какую-то локацию и увидите здесь о том, что информации по локации нет, это значит, что реальной информации по локации нету в гайде. Либо я счел эту локацию бесполезной, и там нечего, кроме вординга и лайаутов писать. Проект делаю я один, то есть у меня в помощниках это AI-инструменты и фидбэк игроков. Вот. Для того, чтобы быстрее как-то находить ошибки и, собственно, улучшать инструмент. У меня нету никаких заказов, никто мне это приложение не заказывал и никто у меня не покупал. Все абсолютно бесплатно, монетизировать я не буду его. Если хотите поддержать, то можете на сайте найти информацию о том, как это сделать. И это не официальный инструмент, это обычный фан-мейд проект, он не связан никак с ГГ, никакие ассеты, ничего не используется. Все в рамках того, что есть в игре, на сайтах, в гайдах, в интернете. Все сделано здесь, в одной такой маленькой, очень удобной вкладочке. И на этом, наверное, все. Если приложение пригодится, пользуйтесь. Если нашли баги, какую-то неправильную зону, кривой бонус, обязательно оставляйте фидбэк в телеграме проекта. Ссылки на GitHub релиз, Telegram оставлю все под постом. Спасибо всем, кто тестил и кидал фидбэки. Особенно спасибо стримеру 1x1man за то, что согласился посмотреть данное приложение и показать его остальной аудитории своей. Вот. Надеюсь, Overlay поможет вам проходить кампанию быстрее и с меньшим количеством страданий.